Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. У Тэхёна особенная любовь к волосам Чонгука, и с годами ничего не меняется. Девятое место. Другой ракурс съемок, который мы не рассмотрели. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Где Вигу?». Где потерялись интимные истории Вигу в новом фильме? Секретные архивы хайп и разбор документалки. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Все думают, что Тэхён, играясь, оттолкнул Чонгука, а я буду думать, что он ему послал воздушный поцелуй, просто очень крепкий, дотронувшись до его губ своими божественными пальцами. И что вы мне сделаете? Седьмое место. Смущенный Чонгук, которому Тэхён играет на саксофоне. Шестое место. Поведение пары. Иногда хочется разреветься, просто смотря на них и на то, что происходит между ними. Ощущение абсолютного доверия и безопасности. В такие моменты кажутся не мировыми звездами, а просто двумя близкими людьми, которые нашли друг в друге свой островок спокойствия.
5 место. Пока они лишь начинают догадываться, что Чангук и Тэхён спят вместе. Мы это уже давно знаем. Четвертое место. Забота. Усталость усталостью, а заботу о любимом человеке никто не отменял, да Чангук. Третье место. Новости. Тэхёну подарили винтажные часы в стиле Space Age и Atomic Age, популярным в дизайне 1970-х годов от бренда Meister Ink. Они имеют круглую шаровую форму на подставке, аналоговый циферблат и механический заводной механизм. Такие часы заводятся вручную и могут работать без батареек. Особенности этой модели – ретро-дизайн космической эпохи, пластиковый корпус с контрастным циферблатом, аналоговые стрелки и встроенный будильник. Подобные часы часто используются не только как будильник, но и как декоративный элемент интерьера в стиле mid-century или ретро. Сегодня эти часы считаются винтажными коллекционными предметами. Новые они практически не выпускаются, но их можно найти на вторичном рынке, например, на eBay или винтажных маркетплейсах. Цена зависит от состояния и редкости модели, обычно от примерно 60 до 220 долларов. Meister Ink – немецкий бренд часов, появившийся в 1968 году. Марка была создана для каталожной компании Куэля, которая продавала часы и аксессуары по почтовым каталогам. Многие модели производились на немецких фабриках, включая завод Рула, известный выпуском механических часов. Тэхён счастливый, хлопал и показывал фанатам, какие они молодцы. Ведь не было толпы, и участникам дали спокойно пройти через аэропорт. Тэхён рассуждает о том, что окружающий мир остался прежним, пока он сам менялся внутренне, и о переживаниях перед встречей с фанатами спустя долгое время. Может, это только мои мысли и мое мнение, но улицы, обстановка в студии звукозаписи, да и еда в заведениях, куда я часто хожу. Мне кажется, все осталось точно таким же. Ничего не изменилось. Из-за этого у меня появляются мысли вроде «только я изменился?» Или только для меня время остановилось? Спустя 5 лет я снова увижу фанатами, будучи в составе BTS, и я думаю о том, что фанаты к этому моменту могли в чем-то измениться. Он так восхитительно выглядит.
Отрывок из эфира «Элвис Дюран Шоу» с Тэхёном. Тэхён, фанаты – это и есть наша идентичность. Честно говоря, мы не думали, что сможем достичь такого успеха. Мы просто хотели создавать свою музыку и, делая это вместе с участниками, встретили фанатов. Именно фанаты так сильно нас поддерживали, продвигали нас, слушали наши песни, и благодаря им мы смогли вырасти и стать теми, кем стали сейчас. Если меня спросить, кем для нас являются фанатами, я могу сказать только одно – это все для нас и наша сущность. Отрывок с Тэйкук. Чангук сказал: «С момента нашего последнего концерта всемиром прошло время. Мы, конечно, немного повзрослели, но будем тщательно следить за своей формой и подготовим себя так, чтобы показать вам нашу максимально лучшую форму. Мы выйдем на сцену с той же мощной энергией, как и в молодости». Тэхён ответил: «Ты так говоришь, как будто мы не пели лет 20. Чангук сказал: «Но все-таки прошло больше 4 лет, это довольно долго. В любом случае, мы покажем вам энергию наших 20 лет». Планета расколется на 2 части, звезды погаснут, солнце перестанет светить, но Чангук неизменно будет кланяться каждому, кто занимает особое место в его сердечке. Не могу обойти стороной любовь Тэхёна к леопардовому принту. Собаки Тэхёна тоже очень любят, да и как его не, если он самая чистая душа во вселенной. Группа BTS предположительно выступит в Пусане 13 июня на стадионе Басан Эйшет Main Stadium. По информации агентства Yonhap News Agency от 29 марта, сторона BTS недавно заключила договор аренды стадиона Басан Эйшет Main Stadium для проведения концерта. Ранее в качестве возможных площадок рассматривались разные места, включая район северного порта Пусана. Однако в итоге был выбран главный стадион Эйшет из-за соображений безопасности и возможности разместить примерно 50 тысяч зрителей. Этот же стадион уже использовался для выступления BTS в октябре 2022 года. Также сообщается, что команда BTS рассматривает возможность аренды других площадок города, включая Sajak Indoor Gymnasium и помещение выставочного центра Бэкскоу. Особое внимание привлекает то, что даты концерта совпадают с днем дебюта группы 13 июня 2013 года. Поэтому ожидается, что в Пусане могут пройти дополнительные мероприятия, где BTS и фанаты смогут вместе отметить эту дату. Пока официально объявлены только даты концерта, а место проведения и начало продажи билетов еще не подтверждены. Тем не менее, из-за первого за 4 года концерта BTS атмосфера в Пусане уже заметно оживилась. Особое внимание привлекает то, что даты концерта совпадают с днем дебюта группы 13 июня 2013 года. Поэтому ожидается, что в Пусане могут пройти дополнительные мероприятия, где BTS и фанаты смогут вместе отметить эту дату.
Пока официально объявлены только даты концерта, а место проведения и начало продажи билетов еще не подтверждены. Тем не менее, из-за первого за 4 года концерта BTS атмосфера в Пусане уже заметно оживилась. Тэхён так поглощен процессом нарезки. Тэхён – приятный и классный человек. Стало известно о встрече Тэхёна и YouTube-блогера Мун Сан-хуна. 28 марта на канале БДНС было опубликовано видео под названием «В ожидании неизведанного Чакбала Чинчхун Дон с Намджуном и Тэхёном». Они утверждают, что являются поклонниками ведущего канала Мун Сан-хуна. Тэхён так поглощен процессом нарезки. Тэхён – приятный и классный человек. Стало известно о встрече Тэхёна и YouTube-блогера Мун Сан-хуна. 28 марта на канале БДНС было опубликовано видео под названием «В ожидании неизведанного Чакбала Чинчхун Дон с Намджуном и Тэхёном». Они утверждают, что являются поклонниками ведущего канала Мун Сан-хуна. Хотя это была наша первая встреча, тишина была настолько комфортной, что я нашел ее завораживающей и счастливой. Мне кажется, именно в этой тишине я услышал больше всего историй. Учитывая мой характер, который всегда чем-то увлечен и постоянно ощущает реакцию окружающих. Спасибо вам за этот опыт. Мун Сан-хун также поделился подробностями своей первой встречи с Ви. Он упомянул, что был впечатлен тем, как Ви попросила о понимании, сказав: «Я обычно говорю немного медленно и просто так говорю. Это нормально?» Он добавил: «Услышав эти слова и сохранив спокойствие, я почувствовал себя непринужденно и ощутил себя классным человеком». В ответ Намджун назвал расслабленный и спокойный характер Ви одной из причин его любви окружающих, сравнив это с львом, который является царем джунглей. Потому что может лежать на животе и спать даже посреди пустыни, вместо того, чтобы расхаживать, демонстрируя свою мощь. Мун Сан-хун также поделился трогательной историей, рассказав, что отчетливо помнит, как Ви звонил ему по видеосвязи во время музыкального лагеря в Лос-Анджелесе, говоря: «Здесь такие красивые пейзажи, я хотел показать их тебе». Намджун рассмешил его, заметив: «У Ви есть эта очаровательная сторона», и добавив: «Сделай это и для меня». Намджун, который в конце сентября проведет специальную выставку «Намджун и ФМОМА» в Музее современного искусства Сан-Франциско, также впервые рассказал о том, как у него возник интерес к искусству. Намджун объяснил, что Ви сначала посетил художественные музеи за рубежом, и что он сам заинтересовался искусством после первого посещения Чикагского института искусств вместе с Ви в 2018 году. В конце видео Ви выразил сожаление, спросив, можно ли снять вторую часть. Видео завершилось приветствием зрителям канала. Выходит 5-й студийный альбом BTS, над подготовкой которого мы усердно работали. Если вам когда-нибудь станет интересно, пожалуйста, посмотрите и музыкальное видео. О бумажных духах, подаренных Тэхёном ведущему. Бумажные благовония бренда Carta di Arminia. Тонкие полоски бумаги, пропитанные ароматом, которые поджигают, а затем тушат, оставляя их медленно тлеть. Чангук предпочитает более сложные вещи, чем ходить.
Big Hit Music объявила о жестких юридических мерах против организованных групп, которые целенаправленно публикуют злонамеренные материалы о BTS, подчеркнув, нарушители понесут полную ответственность, а часть из них уже получила штрафы. 26 марта компания выпустила отчет «Статус правовых действий по нарушениям прав BTS за первый квартал 2026 года». В нем говорится, что по ряду дел суд признал виновными пользователей в клевете и нарушениях закона об информационно-коммуникационных сетях. По многим случаям назначены штрафы. Лейбл также заявил, что фиксирует скоординированную активность на нескольких платформах и в онлайн-сообществах, в том числе упоминается Теку. По данным компании, там системно распространяют негативные публикации и накручивают комментарии против артистов. Big Hit Music пообещала добиваться наказания для тех, кто распространяет ложные слухи об альбомах, выступлениях и контенте BTS, а также участвует в массовых хейт-кампаниях. Команда, которая мониторит и документирует такие посты, была заметно расширена. В компании отдельно подчеркнули, удаленные публикации тоже могут стать основанием для наказания, а мировых соглашений и поблажек не будет. Параллельно рассматривается возможность правовых шагов в отношении самих сообществ. Отдельный блок посвящен нарушениям интеллектуальных прав. Совместно с ведомствами по IP, таможней и спецподразделениями Big Hit Music усиливает борьбу с поставщиками контрафакта, нелегальной торговлей возле концертных площадок, таможенными нарушениями и незаконными онлайн-магазинами. В компании предупредили, что контрафакт не только нарушает права артистов, но и может наносить финансовый ущерб фанатам, и призвали не покупать нелегальные товары. Нам дали немного передохнуть от контента. Радуемся, высыпаемся и вспоминаем, каких прекрасных мужчин мы стеним. Фотограф The Tonight Show в Инстаграме. Для шоу Tonight Show организаторы подготовили специальный сюрприз для поклонников BTS, в котором участвовал Джимми. Несколько отобранных фанатов получили приглашение на это мероприятие. Суть сюрприза заключалась в том, что участников пригласили исполнить караоке-версии песен из нового альбома BTS «Arirang». Они заняли специально оборудованную кабинку в студии, где были установлены микрофон, наушники и экран с текстами песен. Кабинку украсили обложками альбомов BTS. Когда началась музыка и фанаты начали петь, в студии появилась новая декорация, создав иллюзию перехода в другую комнату. Дверь кабинки теперь вела в это новое пространство. Пока участники пели, BTS и Джимми наблюдали за происходящим на мониторе, находясь за пределами кабинки. На фотографии запечатлен момент, когда группа наслаждается караоке-выступлением. Видно, что все улыбаются и получают удовольствие от происходящего. Во время пения BTS и Джимми вошли в новую комнату, чтобы удивить гостей. Я пригласил свою подругу, которая обожает BTS, поучаствовать в этом мероприятии. Это была последняя группа, показанная в полном видео. Теперь она настоящая легенда. Я лишь сказал ей, что она будет петь караоке, поэтому ее удивление было полным, когда она открыла дверь и увидела, что BTS и Джимми играют в твистер в совершенно новой комнате. Намджун даже постарался утешить ее в этот момент, что было очень трогательно и мило, ведь участники так заботятся о своих поклонниках. Как же все-таки хорошо жить. Джейн Катлер,
продюсер документального фильма «The Return» в Инстаграме. Работать над фильмом было для меня огромным удовольствием. Это история о преодолении, о том, как справляться с трудностями и достигать успеха в искусстве, о том, каково это брать на себя ответственность перед миром, и о силе братских уз, которые делают все испытания не только переносимыми, но и радостными. Я безмерно восхищаюсь смелостью, добротой, чувством юмора и преданностью этой уникальной группы. Я уже поставил на повтор «Ари Рэнк» и надеюсь, что людям понравится этот документальный фильм, который показывает часть процесса создания. Для меня он открывается как масштабное произведение, позволяющее увидеть что-то маленькое и личное. Я верю, что вы тоже почувствуете ту любовь и заботу, которые были вложены в этот фильм. А эти фотографии – моя попытка сохранить в памяти некоторые забавные моменты, которые мы пережили вместе. Я не знаю, как мы так долго жили без этих видов. Ким Тэ Хён в настоящее время является крупнейшим музыкальным инфлюенсером в мире по версии HipAuditor. Тэ Хён лидирует в качестве крупнейшего влиятельного артиста на нескольких ключевых рынках по всему миру: в США, Индии, Бразилии, Великобритании, Мексике, Франции, Канаде, Австралии и Италии. С возвращением BTS Тэ Хён оказал непосредственное влияние на индустрию. Значительно возросла вовлеченность во всем мире, тенденции, в которых доминирует его присутствие, и заметный сдвиг в том, как строится и воспринимается каждое выступление. С каждым выступлением Тэ Хён получал широкое признание как публики, так и средств массовой информации за его безупречную художественную архитектуру. Изысканный вокал, владение телом, притягательное присутствие на сцене, эстетику и повествование, построенные с точностью и намерением. Просто оставьте меня наедине с этим видео. Сольная часть Чангука в клипе Суим из документального фильма BTS. Возвращение стало вирусным в социальных сетях. Его вокал получил ошеломляющий отклик не только от фанатов, но и от широкой публики. Слушатели хвалили его чистоту голоса, контроль дыхания и безупречный тембр, называя его королем вокала. Особое внимание вновь привлекли слова Дипла: «Чангук без автотюна. Идеальный голос». Многие отмечают, что его живое выступление стало изюминкой всего выступления. Второе место. Это так интимно. Похоже, что ничего не изменилось. Теперь, когда документальный фильм закончен, можно с уверенностью сказать, что ни одно из свиданий Тэйкук в Лос-Анджелесе не входило в расписание. А все потому,
что Taekook реальны и не являются проектом компании. Первое место. Сколько не пересматриваю этот момент, столько раз улыбаюсь до ушей, глядя на реакцию Чангука. Тэхён, ты явно мастер подразнивать, и делаешь это так обаятельно, что невозможно не восхититься. Продолжай в том же духе, это просто шикарно. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.